Под толщей неподвижной океанской воды начинается мир, где время будто перестает существовать. Морские глубины — это не просто пространство, наполненное холодной водой. Это гигантский безмолвный архив, сохранивший воспоминания которым тысячи лет. Здесь покоятся исчезнувшие города, следы давно исчезнувших цивилизаций и свидетельства событий, о которых история давно умолчала, и каждое из этих открытий заставляет нас по-новому взглянуть на собственное понимание мира. Но порой создается ощущение, что не все тайны, хранящиеся на дне, должны быть раскрыты. И сейчас перед нами путешествие через 15 находок, поражающих настолько, что по коже пробегает холодок. Глубоководные экспедиции нередко выходят в море в поисках древних реликвий, но иногда обнаруживают куда более личные и пугающие свидетельства прошлого. Во время одного из таких погружений, когда исследователи обследовали морское дно в рамках поиска следов Второй мировой войны, они наткнулись на затонувший истребитель F-4U-4 «Корсар», легендарную боевую машину, участвовавшую в ожесточенных воздушных схватках. Однако сильнее всего поразил не сам самолет, а то, что сохранилось в его кабине. Тело пилота, словно застывшее в последнем мгновении боя. Оказалось, что это младший лейтенант морской пехоты Соединенных Штатов Америки Джон Маград, пропавший без вести почти 3/4 века назад. После ракетного удара по японскому острову океан унес его вместе с самолетом, превратив эту машину в его подводный склеп, а вода невероятным образом сохранила каждую деталь трагедии, окончательно закрыв тяжелую историю его исчезновения. Море часто скрывает сокровища древности, но куда реже — следы космической эпохи. Тем удивительнее была находка команды исследователей, финансируемых Джеффом Безосом, когда они обнаружили гигантские двигатели F-1, пролежавшие в океане десятилетиями. Один из них, как предполагается, принадлежал ракете «Аполлон-11», той самой, что подарила человечеству возможность ступить на Луну. Эти огромные конструкции, когда-то обеспечивавшие мощнейший рывок ракете «Сатурн-5», оказались погребены под толщей воды и осадков. Их поднятие стало серьезным испытанием. Погружаться приходилось в кромешную тьму, под огромным давлением, осторожно извлекая хрупкие детали, разъеденные морской солью. Коррозия практически уничтожила маркировку, из-за чего точно подтвердить принадлежность двигателей сложно, но сам факт их нахождения стал символом человеческой тяги к неизведанному. На полуострове Юкатан скрывается одно из самых необычных природных явлений планеты — Сенот Анхелита, который дайверы описывают как место, напоминающее подводную реку. На глубине около 30 метров пресная вода, поступающая сверху, встречается с плотной соленой водой, образуя плотный слой сероводорода, напоминающий густой туман. Сквозь него видны опавшие листья, ветви и стволы деревьев, словно затонувших в ином измерении. Погружение в Анхелиту превращается в путешествие в странное сумрачное пространство, где видимость резко падает, а ощущение реальности меняется. Ученые понимают физическую природу явления, основанную на разнице плотностей, но механизм столь четкой и устойчивой границы воды остается загадкой. Одной из самых обсуждаемых подводных находок стала аномалия Балтийского моря. В 2011 году группа охотников за сокровищами с помощью сонара обнаружила на дне почти идеально круглую структуру диаметром около 60 метров. Сигналы, полученные приборами, и необычная форма объекта породили бесчисленные слухи. Одни заявляли, что это затонувший космический корабль, другие видели в нем следы древней цивилизации. Однако геологи предположили, что объект может быть природным образованием, массивным фрагментом скальной породы или ледниковым останцем.
Толстый слой осадков скрывает его истинную природу, и споры продолжаются, подчеркивая, насколько мало мы знаем о глубинах Балтики. На глубине более 3700 метров в Северной Атлантике покоится легенда, ставшая символом человеческой трагедии — «Титаник». Спустя более века после того, как лайнер столкнулся с айсбергом, его останки продолжают вызывать тревожащие чувства. Из более чем 2200 пассажиров спаслись всего 712 человек, и эти цифры по-прежнему пугают. Современные глубоководные аппараты позволили подробно изучить корабль. На дне обнаружили тарелки, все еще стоящие на столах, личные вещи пассажиров, обувь, одежду, немые. Свидетели оборвавшейся жизни. Эти находки куда сильнее напоминают о трагедии, чем сохранившиеся фрагменты роскошных интерьеров. Одно из самых громких юридических дел, связанных с подводными находками, развернулось после того, как компания Odyssey Marine Exploration обнаружила на дне океана перевозящее серебро судно. В его трюме находилось около 17 тонн серебряных монет. Позднее выяснилось, что это груз испанского корабля «Nuestra Señora de las Mercedes», погибшего в начале XIX века. Испания потребовала вернуть найденное, заявив, что это часть национального наследия. Суд встал на сторону государства, и сокровища были возвращены, а самой компании назначили крупный штраф, показав, что подводные находки нередко несут за собой юридические столкновения. Под водами Средиземного моря у египетских берегов лежат руины города Тонис, или Гераклион, когда-то процветавшего порта, который считался главным входом в Египет. Огромные статуи, колонны, артефакты и удивительно хорошо сохранившиеся фрагменты зданий рассказывают о величии этой цивилизации, но ее судьба сложилась трагически. Из-за подъема уровня моря и внезапного землетрясения город ушел под воду практически мгновенно, не оставив жителям возможности спастись. У побережья Нью-Джерси дайверы обнаружили два массивных чугунных локомотива середины XIX века, лежащие на глубине около 27 метров. Как подобные машины оказались на морском дне, остается загадкой. Одни исследователи полагают, что они были частью груза затонувшего судна, другие считают, что их могли выбросить за ненадобностью. Эти ржавые гиганты напоминают о начале промышленной эпохи и оставляют после себя множество вопросов. Среди обломков древнего корабля у берегов Греции в начале XX века был найден антикитерский механизм — удивительное устройство, напоминающее сложный аналоговый компьютер. Более 30 бронзовых шестеренок, вращавшихся с поразительной точностью, позволяли вычислять положение небесных тел и предсказывать затмения. Эта находка полностью изменила представление о технических возможностях древних мастеров, показав, что их знания были куда глубже, чем считалось раньше. В Исландии находится разлом Сильфра — уникальное место, где сталкиваются две тектонические плиты — евразийская и североамериканская. Ледниковая вода, проходившая сквозь вулканические породы десятилетиями, создает невероятную прозрачность, благодаря которой видимость достигает 100 метров. Погружение в этот разлом напоминает полет сквозь кристальный воздух, однако холод и сильные течения безжалостно напоминают о суровости природы. Среди загадочных океанских существ особенно выделяется рыба-ремень — длинное серебристое создание, которое может достигать 11 метров в длину. В древности ее появление связывали с природными катастрофами, считая предвестником землетрясений и цунами. Научных подтверждений этому нет, но некоторые исследователи предполагают, что рыбы, живущие на большой глубине, могут реагировать на сейсмические колебания и всплывать к поверхности. На дне Тихого океана сохранились трагические останки операции «Град» 1944 года. В районе лагуны Трук лежат десятки самолетов союзников,
бомбардировщики, торпедоносцы, разведчики. Обросшие кораллами и проржавевшие, они стали мемориалом воздушным сражениям и напоминанием о тех, кто погиб, так и не вернувшись на родину. В спокойных водах Индонезии дайверы столкнулись с мрачной реальностью. Они нашли дюгонь и ее детеныша, заключенных в подводные клетки. Эти редкие и беззащитные морские животные часто становятся жертвами браконьеров. К счастью, найденных дюгоней удалось освободить, но сама ситуация подчеркивает серьезность проблемы эксплуатации морских существ. У берегов Израиля археологи обнаружили древнее поселение Атлит-Ям, неолитическую деревню, которую уничтожило внезапное катастрофическое цунами, вызванное мощным извержением вулкана. Следы поспешного бегства и разрушенные жилища показывают, насколько стремительно разразилась трагедия. И, наконец, глубины у побережья Лос-Анджелеса хранят одно из самых мрачных наследий индустриального прошлого. Тысячи бочек с токсичными веществами, сброшенные на дно в середине прошлого века. Химикаты, медленно просачиваясь в воду, отравляют морскую жизнь, вызывают мутации, приводят к массовой гибели организмов и создают цепную угрозу всему пищевому циклу. Особенно страдают коралловые рифы, чье восстановление требует десятилетий. Эта скрытая катастрофа служит напоминанием о том, что будущее океана напрямую зависит от наших действий. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.